Всем привет! В этом видео мы посмотрим на фото возможности нового смартфона от Samsung Galaxy A50. Этот смартфон в официальной рознице стоит 20 тысяч рублей, так что вопросов по качеству фотографий к нему достаточно много. В этом телефоне установлено 3 модуля камеры. Основной модуль на 25 мегапикселей с апертурой f1.7, ширик на 8 мегапикселей с углом обзора 123 градуса и третий модуль для замера глубины снимка на 5 мегапикселей. В видео я покажу примеры всех режимов, начиная от портретной фотографии, заканчивая панорамами, а также некоторые снимки мы сравним с Google Pixel 2, который в некотором смысле является эталоном в мобильной фотографии. Для начала я хочу показать интерфейс камеры A50, потому что на самом деле здесь есть несколько интересных моментов. Всего в стандартном приложении камеры на Galaxy A50 есть 7 режимов. Это панорама, Pro режим, который какая-то полная лажа на самом деле, можно регулировать только ISO, баланс белого и экспозицию, маловато для Pro режима. Живой фокус, или если по-русски, то портретный режим, здесь можно выбирать степень размытия в реальном времени, а также в постобработке в родной галерее. Обычный режим фотография, видеозапись, замедленная съемка и гиперлапс. Из настроек ничего необычного, разве что можно активировать режим оптимизации кадра, про него мы поговорим чуть-чуть позже. Можно сохранять фотографии или видео вместо JPEG в новом формате HEIC, который является более эффективным с точки зрения сжатия файлов при сохранении хорошего качества. Кстати, если захотите перекинуть оригиналы фоток на комп через провод или с кем-то поделиться через файлообменники, то не включайте формат HEIC. У меня все фотки порезались на квадратики, пришлось монтировать видео с сжатыми копиями, отправленными через Telegram. Видео A50 может снимать только в формате Full HD, 4К нет, по крайней мере сейчас, может быть в будущем добавят, не факт. Также камеру можно запускать по двойному нажатию на клавишу питания. Круто, но по факту эта функция работает отвратительно. Из 5 раз 4 раза телефон просто зависает на некоторое время, поэтому я каждый раз вызывал камеру через экран блокировки. На экране съемки в дополнительных настройках вы можете включить либо выключить вспышку. На фронталке, кстати, просто ярко подсвечивается экран. Установить таймер, активировать всевозможные фильтры и прочую ерунду для бьютификации, но также поменять пропорции снимка. Здесь самое интересное это то, что есть два режима 3 к 4 на 12 мегапикселей и 25 мегапикселей. Причем 12 мегапикселей это основной режим при запуске камеры. Об этом нюансе мы поговорим далее. Также здесь активируется специальная кнопка, которая отвечает за искусственный интеллект в снимках, подкручивает цвета и тому подобное. Также здесь есть приятная мелочь, при съемке сверху вниз показывается точка для того, чтобы вы не завалили угол и сделали правильный кадр. Ну и конечно же специальная кнопка для перехода между основным модулем камеры и шириком. Работает не только в фото, но также и в видео. На этом с приложением мы закончили, давайте переходить к примерам полученных снимков. Предлагаю начать с портретных фотографий. Вот пример в очень яркое солнце и без посторонних объектов. Как видим, A50 очень достойно справился с выделением объекта, но без косяков не обошлось. Ошибся в двух местах в районе пояса. Причем ошибку между рукой и туловищем еще как-то можно понять. Такие места реально сложно выделить для смартфона. То вот ошибка с рукой и цепью на заднем фоне – это реальный косяк. Также A50 перемудрил с насыщенностью, но это проблема в принципе всех Samsung. Пример с Google Pixel 2 без комментариев, здесь все идеально. Кстати, вы можете посмотреть примеры фото и видео с этого ролика, а также другие кадры, которые в него не вошли, в альбомах Google Фото, как для Galaxy A50, так и для Pixel 2. Все ссылки будут в описании. Теперь также портретное фото, но с объектом в виде бетонной скамейки. Тут A50 молодец, ничего не замазал, сделал натуральные боке. Я, кстати, снимал все портретники с уровнем размытия 5 из 7. Также пример с пикселя для сравнения. А вот портрет на фронталку. Очень неплохо, разве что попытался немного забрать тени со столба. Но справедливости ради, на фронталке такие ошибки очень редки. Потихоньку перебираемся к плохому освещению. Вот портрет сбоку в тени, хотя при условии, что было очень яркое солнце, света было предостаточно. Тут, конечно, что-то пошло не так у A50. Мало того, что вырезал просто фигово, так еще и волосы в кашу превратил. Для контраста подобное фото, но на Pixel 2. Теперь перейдем к портретам в плохом освещении. Вот пример при обычном искусственном освещении. A50 справился очень хорошо. Эффект боке выражен явно, чего не скажешь про Pixel 2. Софт подвел и отсутствие второго модуля камеры сказывается очень сильно. Очень, кстати, порадовало, что A50 делает портреты с животными. Работает как с собаками, так и с кошками. Единственное, их сделать достаточно проблематично, потому что камере нужно поймать боке, а если животное в это время двигается, то это проблема. Ну и как видим, если света недостаточно, то происходит смазы, четкость падает. Ну и что касается вечерних портретов, то из 7 фотографий у меня не получилось ни одного портрета, хотя при съемке показывалось, что эффект размытия был, но в финальном результате он отсутствовал.
Видимо, вечером нужно снимать прям вплотную. Закончили с портретами, переходим к основному модулю. При дневном освещении камера фоткает очень хорошо, по детализации разницы с пикселями заметить сложно. Разве что, как обычно, Samsung чутка повысил насыщенность. Если смотреть на мелкие детали, то днем смазок нет никаких. Можете обратить внимание на то, как сильно высветлил A50 тени. На пикселе кадр получился более натуральным, но все равно получилось хорошо. Обращаешь на это внимание только сравнением в лоб в лоб. Все фотки днем, кстати, я делал в режиме 12 мегапикселей. С 25 мегапикселями примерно получается все то же самое. Где-то лучше, где-то хуже, но про это поговорим дальше. Здесь есть свои нюансы. Вот пример фото в режиме 12 мегапикселей. Все довольно-таки неплохо. А вот фотография в режиме 25 мегапикселей. Начинают появляться смазы, хотя рукой я не дергал. Вот другой пример, на карте видно заметнее. Там, где 12 мегапикселей, четкость лучше раза в 3 по сравнению с 25 мегапикселями. Хотя по идее все должно быть наоборот. Поэтому я бы рекомендовал делать снимки в режиме 12 мегапикселей. Недаром он стоит как стандартный при первом запуске камеры, а 25 мегапикселей можете использовать только днем. На видео очень сложно показать разницу в детализациях, но она есть. Но если вы забудете переключиться и вечером нужно будет сделать фотографию с хорошей детализацией, то вы обломаетесь, поэтому легче всего использовать 12 мегапикселей всегда. Вечером он фоткает намного лучше, а днем на маленькую долечку хуже. Переходим к широкоугольным снимкам. Вот примерно обычный модуль, а вот на ширик. Захватывает, конечно, намного больше деталей, и эффект получается здоровский, особенно если уметь его грамотно использовать. Вот еще примерно основной модуль, а теперь на ширик. Мне нравится, что он не искажает очень сильно кадр по краям, фото получается очень гармоничным. Детализация немного страдает, но она тут и не нужна. Вот еще несколько кадров на ширик в лесу и торговом центре. Нужно понимать, что его нужно применять только в тех местах, где есть пространство. Особенно прикольно, когда есть что-то по краям, а в центре пусто. Вот вам пример с Google Pixel в режиме ширика. Вот примеры вечерних снимков. Как и все среднебюджетные и бюджетные смартфоны, Galaxy A50 не оказался исключением, ночных фото снимает очень посредственно. А вот пример с применением искусственного интеллекта. Он распознал эту сцену как закат при съемке, но только толку с него нет, просто повысил насыщенность. Дом превратился в красный, закат стал более ярким. Короче, все эти ИИ, полная посредственность, я бы советовал полностью отключать его при съемке. Вот еще одна ночная фотография, без особых комментариев, очень средний результат. А вот как снимает ширик ночью. Забавно то, что этот модуль является менее светосильным, чем основной, но света он себя впитал раза в 3 больше, чем предыдущая фотография. Ну, естественно, случились пересветы от всех источников света. А вот вам примеры макрофотографий. С этим A50 справляется хорошо. Можно делать фотографии даже с довольно-таки близкими объектами. Далее посмотрим примеры записи видео. Samsung Galaxy A50, разрешение Full HD, 4К здесь нет, по крайней мере, данной версии прошивки, которую я использую. Может быть, в дальнейшем появится, потому что процессор, как у меня, должен ее спокойно тянуть, это разрешение. Так, оптической стабилизации нет, и работает только электронная, можете ее затянуть. Давайте чуть пробежимся. Ну вот, можете видеть. Как раз таки зацените микрофон, сейчас очень шумно, как будет справляться шумодав. Так, давай. Ну, автофокус, давай, работай. Вот, схватился. Опс. Ну, работает очень медленно. Нужно прям вот ему помогать, дергать камеру. А вот Google Pixel 2. Те же самые условия съемки. Снимаю я также Full HD, 4К не снимаем, потому что нужно как-то сравнивать более-менее одинаково. Можете также заценить микрофон. Тут у нас в паре работает как оптическая, так и электронная стабилизация. Давайте я пробегусь. Так, ну вот пробежался. Теперь зацените, как должен работать автофокус. Вот раз, два, раз, два. Мгновенно. На Samsung, конечно, ему такое и не снилось. Galaxy A50, ширик, разрешение также должно быть Full HD. Так, ну вот смотрите, как у нас. На самом деле с шириком прикольно. Как выглядит все на экране, мне нравится. Вот. Также работает электронная стабилизация, оптическая нет. Посмотрим, как справляется микрофон. Давайте снова пробегусь. Вот так вот. На экране выглядит все достаточно нормально, но когда я смотрю это все воспроизведение, там она вроде как работает не очень. Ну и автофокуса здесь как такового нет, он в принципе не заявлен. Хотя нет, вот по тапу на экран все работает. Вот, ну да, ручками надо помогать, то есть надеяться на софт не нужно. А вот как снимает фронталка, зацените качество, как
Вроде как на экране все достаточно неплохо. Сейчас станем контровой свет. Как видим, он меня выделяет, все остальное пересвечивает. Ну, то есть она как-то адаптируется под условия освещения. Автофокуса здесь нет. То есть вот я нажимаю сейчас на экран, он просто не перефокусируется, все время держит примерно на одной точке. Вот как раз таки можете посмотреть на стабилизацию. Наверное, здесь присутствует что-то типа электронной, но, опять же, не очень понятно, потому что все-таки вот я даже иду и видно небольшие потрясывания. Ну, вот как-то так. Так, вечерняя съемка, Samsung Galaxy A50. Посмотрим, дропается ли фреймрейт. Давайте чуть-чуть пробежимся. Опс. Ну и проверим автофокус. Так, вроде словил. Очень долго делает автофокус, как и днем. Вечером еще хуже, понятное дело. В общем, какие-то беда с этим у Samsung, надо будет фиксить. А теперь тестируем видеозапись на широкий модуль. У него светосила меньше, чем у основного, поэтому он должен быть заведомо темнее. Давайте пробежимся. Так, ну здесь нет особого смысла тестировать автофокус, но стабилизация, мне кажется, у него лучше, чем у основного. Ну а теперь тестируем камеру Google Pixel 2. Здесь у нас, напомню, работает в паре как оптическая, так и электронная стабилизация. Давайте пробежимся. Ну и затестим автофокус в это время суток. Как видим, все работает идеально. Ну, такой вот вам вид на вечерний Петербург. Замедленное видео A50 снимает неплохо. В приложении не сказано сколько, но по ощущениям это 120 кадров в секунду. Редактировать, кстати, лучше только в родной галерее, потому что Google фото глюк со звуком. Ну и последнее — это панорамы. Такое чувство, что он их снимает на ширик, но детализация при этом остается хорошей. Да и качество намного лучше, нежели чем на пикселе. Смотрится более натурально. Вот такой вот он обзор камеры Samsung Galaxy A50. Если кратко резюмировать, то я бы поставил 4 с минусом. Все, что связано с фотографией при хорошем освещении, он справляется неплохо, даже хорошо. Но если освещения мало, его недостаточно, то начинаются смазы, потери в детализации, короче, чудо не произошло. Стабилизация видео лагает, так же как и автофокус. Хочется лишь похвалить за ширик, а также за макросъемку. Ну а все остальное какое-то на среднем уровне, да в принципе вы и сами все видели. Напоминаю, что вы можете посмотреть снимки детальнее в альбомах Google Фото как для Galaxy A50, так и для Pixel 2, все ссылки в описании. Спасибо большое, что досмотрели этот ролик. В следующем видео выйдет обзор One UI, так что если вы не подписаны, можете подписаться сейчас на канал, а также, пожалуйста, не забудьте поставить палец вверх, если вам понравилось, потому что и мне будет приятно, и YouTube будет лучше ранжировать этот ролик. Увидимся в следующий раз. Всем удачи, всем пока.